Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале «Уютный мир игрушек Амигуруми». Меня зовут Катя. Я вас приветствую в своем новом влоге и надеюсь, вам влог этот понравится. Так что всем приятного просмотра. И хочу сказать сразу всем огромное спасибо, кто меня поддержал в моем платном мастер-классе, в моем предзаказе. Я давно не делала платные мастер-классы, так что для меня это было очень волнительно. И всем спасибо за поддержку. И хочу сказать, что мастер-класс этот можно купить на сайте. Все ссылочки будут внизу под видео. Также скачать его с магазина Wildberries. Также скачать с магазина специальных мастер-классов Amiguru и также с Boosty. Все ссылочки, повторюсь, будут под видео, так что можно проходить, скачивать и приобретать мастер-класс на таких маленьких сладеньких фруктовых зайчиков. Вот. А дальше я буду рассказывать уже, какие дела у меня прошли на этой недельке. Я начала вязать, так сказать, скатерть, джутовую скатерть на стол. Она немножко у меня закрутилась, потому что лежала в таком неровном положении. Я решила связать скатерть. Муж купил столик стеклянный в зал, и как раз таки к интерьеру я подумала, что такая вот салфетка в виде круга будет очень актуально смотреться. И я счастливая, довольная помчалась в магазин за толстым канатом. Джутовая пряжа у меня была, это фирма Халва. А также оставлю ссылочки, где можно приобрести, если вдруг кому надо. И там же продается канат. Просто мне, чтобы не заказывать один канат, я закупила в ближайшем магазине, продавались. В итоге что? Я купила каната 7 метров. Я думала, мне будет достаточно, что мне хватит связать хотя бы салфетку в диаметре. Я примерно рассчитывала, что салфетка будет у меня 35-40 в диаметре, но у меня не выходит. То есть 7 метров на такую салфетку это очень мало. У меня сейчас 28, ну 29 она разляжется, выпрямится 29 сейчас. То есть еще у меня осталось буквально тут, ну, может быть, 1,5 метра и все. И мой канат закончится. И осталось совсем чуть-чуть джута. В итоге я поняла, что на заказ такие салфетки я точно вязать не хочу и не буду. Если вдруг кто увидит и захочет, потому что здесь большая себестоимость и цена этой салфетки будет очень высокая. И я думаю, вряд ли ее кто там закупит за дорогую цену. Понятно, что сам джутовые вот эти вот все материалы все дорогие, но люди есть разные. Поэтому я буду докупать еще несколько метров, довязывать, и салфетка будет дома. Все-таки хочу добить ее наконец-то. Но просто не рассчитывала, что 7 метров будет очень мало. Если вдруг кто-то тоже будет вязать, нужно смело брать 10 плюс метров на обвязку. И хотя бы... Сейчас я скажу, сколько здесь было метров в джуте у меня. Вот так вот выглядит моток. И здесь получается это толщина L. У этой фирмы есть 3 размера S, M и L. L самая толстая. Вот. Если вдруг брать S, то нужно, конечно, обвязку делать в 2 нити. И даже лучше, наверное, будет, если обвязывать в 2 нити, чем в одну. Она будет такая более жесткая и не будет сильно закручиваться. И здесь у нас получается 100 метров отсвечивает 100 метров на 220 грамм. То есть вот так вот. Я, когда довяжу, я, конечно, все еще скажу полностью, сколько у меня ушло джута и каната на размер салфетки 40 сантиметров в диаметре. То есть 29 плюс еще 10 сантиметров. Вот так вот я хочу, чтобы хотя бы был вид салфетки большой, круглой. Потом ее под ВТО и под пресс положу, чтобы она выпрямилась. Вот такой вот у меня легкий процесс. Вяжу все крючком номер 4. Так, это мы откладываем в сторонку. Потом, так как у меня август свободный от заказов, в августе у меня заказов не было, я решила больше удариться по мастер-классам, пока есть время. Потому что в голове много всяких идей, но воплощать, к сожалению, не всегда успевается. Потому что если придут заказы, то один, то второй, то третий, и получается все оттягивается и оттягивается. Мастер-класс на зайчиков уже был давно, но вот, к сожалению, только к августу я смогла его реализовать. И также у меня тоже сидел в голове мастер-класс один, сейчас покажу. И я потихонечку начала его уже вязать.
Да, вы опять видите вишенку, да, у меня было обострение на вишню, как бы это сама ягодка вроде как самая такая актуальная для развивающих игрушек, плюс у нее хвостик и очень будет смотреться. В мастер-классе это будет набор, детский набор из погремушки вишенки и модуля на кроватке, либо на колясочку в виде вишенок. Пока я начала вязать вишенку погремушку, вот. И также будет на буковом колечке. Единственное, что я еще не определилась с цветом глазок. Я сначала связала глазки беленькие. Мне почему-то не особо понравилось. Блин, отсвечивает. Не хочет фокус ловить. Я связала беленький первый. Мне почему-то не понравилось. Сильно как-то они выделяются. Я решила связать розовенькие. Более такие светлые к красному, ну, к вишневому оттенку. Вот. И, в общем, мнения разделились. Кому-то нравится беленький, кому-то нравится розовенький. И в итоге для мастер-класса, для фотографии будет два варианта. Глазки здесь вышиты. Вот будут на погремушке, а на модуле будут глазки одни вышитые на одной вишенке, а на другой будут глазки вставные. То есть, да, модуль будет из двух вишенок смотреться. Она будет развивающая. У нее будет листики шуршалки, будут маленькие буковые колечки на веточках. В общем, когда свяжу, я вам обязательно все покажу, чтобы было более наглядно, чем объяснять на словах. Вот такие вот у меня новые процессы. Не знаю, насколько затянется, либо на неделю вязоблок, либо на 2 недели. А между ними будет какой-нибудь мастер-класс на зайчиков. Это еще подумаю. И немножко заказала себе покупок для творчества. Это наклеечки. Здесь наклеечки 3,8 миллиметров. 38 миллиметров, получается 48 штук. Заказывала на Вайлдберрисе за 161 рубль. И заказала на всякий случай это крепление 2 сантиметра для мишки. У меня еще впереди мишка, которого тоже ждут мастер-класс. И я к нему подготовила уже штифты, потому что я не особо люблю нитяное крепление. А на таких вот ножки будет очень хорошо держаться. И ручки. Ну, ручки еще можно сделать на нитяном креплении, потому что там не особо большое расстояние возле шейки. Но ножки лучше, конечно, крепить очень хорошо. Вот. Пока на этом у меня все. Встретимся с вами попозже. И уже, надеюсь, я продвинусь побольше по поводу мастер-класса и салфетки. Все. До связи. Всем привет! Сегодня у нас уже новый день, новое подключение. Я хочу вам показать погремушку, которую я уже успела связать, показать маленький процесс, который я вяжу, и поделиться с новым заказом, что же мне пришло, точнее, какой же заказ пришел мне на этой недельке. Вот такая вот вишенка загадочная у меня получилась. Здесь я сделала глазки пока из белых оттенков, потом сделаю других. Вот так вот я оформила ее. Эта погремушка будет идти в наборе с модулем. И еще какой-нибудь третий комплект я обязательно сделаю. Мастер-класс также будет в формате PDF. Можно будет приобрести полностью в комплекте, либо же отдельно. Это будет еще, может быть, недельки через 2, как я свяжу, как я оформлю, уже как задумка моя, если получится, то обязательно расскажу окончательный результат. Пока я только готовлю свою задумку в реальность и потихонечку ее воплощаю. Вот. И скажите, как вам такая погремушечка, вишенка. Так, ну что, дальше я вяжу для мастер-класса зайку. Это обычный мастер-класс, игрушки по одной схеме, просто зайки на канале нету. И как раз таки хочу сделать. Вяжу я из оттенка номер 19 Yarn Jeans крючком номер 2. И эта зайка получается маленьким размером, так как сама пряжа, вот именно этот моточек мне попался, он такой тоненький, хлюпленький, так сказать. И зайка выходит совсем малышка. Вот это тоже такой небольшой процесс. И дальше я хочу вам поделиться, точнее с вами, какой заказ мне пришел. Мне пришел опять заказ на моих любимых маленьких собачек. Я тут выбрала оттенки, которые мне нужно связать. Вот. Мне нужно будет связать 4 девочки в разных розовых оттенках и 3 мальчика в голубых, синих оттенках. Я все уже подготовила для этого
для этого проекта, для этого заказа. И также у меня были в заказе вот такие вот шплинтовые крепления, это 15 миллиметров. Номер для заказа, если вдруг кому-то надо, это для головы, чтобы голова крутилась. Ножки, ручки у них идут на мясном креплении. Вот. Здесь у нас получается на 5 игрушек. Вот, так что к этому заказу я готова. Буду потихонечку начинать, как свяжу зайчика. Такие вот пока небольшие процессы, небольшое включение на сегодняшний день. Всем привет! Сегодня у нас уже новый день. Я хочу вам показать свои продвижения, которые я успела связать. Вчера я не подключалась, вчера я довязывала зайку лавандового. Такой вот у меня получился. И сделала ему шарфик из пряжи Lana Gold. Вот. Рост у него 12-13 сантиметров получается у меня игрушки, в зависимости от размера пряжи в моем случае. А крючок у меня всегда номер 2. Такая вот зайка. Хвостику я еще не пришила, но он есть в наличии. В мастер-классе также игрушки по одной схеме, хвостик есть. Так что можно вязать полностью полноценного зайку. Вот. Пока насчет мастер-класса не думала, немножко отвлеклась на заказы. Я начала вязать уже собачек, но сегодня вечером муж принес набор роллов, и хочу сегодня поделать роллов, покрутить и немножко посидеть, и вечером отдохнуть, посмотреть фильмы какие-нибудь. А завтра уже продолжить вязать и показать вам, что получилось. Поэтому такое вот небольшое совсем подключение. И что, и пойдемте со мной на кухню, я вам покажу, как я кручу роллы. Конечно, я не часто это делаю, но иногда раз в год можно поразвлекаться и сделать что-нибудь самим. Всем привет! Сегодня у нас уже пятница, начало нового дня. А что же я успела связать за вчерашний вечер? Я буквально вечером перед сном села повязать немножко и за сегодня. Сегодня у нас уже ближе к вечеру, и как раз таки покажу вам все свои продвижения. Я успела для заказа связать только 4 основы для головы. Это собачки. Вот, начала еще одну 5-ю, вот здесь на моточке. И попросили меня связать на этой же схемке, только попробовать связать котиков, получится у меня или нет. Я сказала, что давайте я сначала свяжу, а что получится у меня, я вам покажу, а вы уже определитесь, нравится вам или нет. И в итоге я связала кошечку. Кошечку я вязала из пряжи Yarn Jeans, это серый оттенок, и у меня был красивый нежный розовый цвет, это Alize Cotton Gold Hobby. Вот. И вот что у меня получилось. Я связала полностью все по схемке, кроме ушек, мордочки, а хвостик я просто удлинила немножко вверх, чтобы он больше был, и сделала больше его загибом. Ну, в мастер-классе там такие есть, 3 ряда соединительными петлями, я на собачек делала немножко меньше. Ну, вот для кошечки прям очень актуально смотрится. Глазки здесь также номер 6. Вставляла между 9 и 10 рядами, а у собачки я вставляю 10 и 11 ряд.
Связала мордочку до 15 столбиков по кругу. И связала ушки. Ушки также примитивные, с кольца амигуруми 6 начало, потом 1 плюс, 2 плюс, 3 плюс. И по окружности также получается, по-моему, 15 столбиков. Вот. Я также все оформила, как и собачек. В общем, заказчице понравилось. И она заказала 2 девочки, 2 кошечки и 2 котенка, 2 мальчика. Так что вот так вот у меня получилось связать котика прям быстренько на одном дыхании, чтобы успеть показать и успеть начать. В итоге мне нужно связать 7 собачек и 4 кошечки. В итоге 11 игрушек. Вязовлог будет выпущен в воскресенье, а следующая партия игрушек пойдет уже в новый влог. Мне как раз таки придет пряжа на котиков. Я заказала на Валбересе буквально 2 моточка, нашла по хорошей цене, ну как по хорошей, дешевле даже чем в магазине, но дороже, чем онлайн покупать, там за 120 рублей моток. Я подумала, что это нормально, чем я пойду покупать у себя в магазине за 150 рублей моток. Вот, и заказала один моточек, красивый он был в наличии, за 111 рублей. Также на Валбересе это вишневый цвет, новый цвет Ярна джинс. И как раз таки из него попробовать связать погремушку, попробовать, как будет смотреться в этом цвете. Я думаю, будет очень шикарный, потому что цвет прям как вишня, натуральная, прям такая спелая. Прям вот жду-жду, вот не дождусь. Так, ну все, по поводу моей скатерти. Остановилась, я ее не продвигала, потому что я начала вязать заказ. Так что на этом я пока с вами прощаюсь и встретимся с вами уже завтра. Все. Я почти все связала. Жду теперь серый оттенок. Хотела вам показать головешки, как выглядят. Вот, и начну сегодня ушки вязать и потихонечку пришивать. И свяжу тоже все мордочки, чтобы на всех было. Чтобы потом было проще. Хотя я вообще люблю вязать. Сначала игрушку связала, а потом собрала. Но такие вот, когда маленькие вяжешь и точно знаешь, что эти все игрушки маленькие у тебя купят, заберут, то, конечно, здесь проще сначала навязать, а потом собрать. Поэтому связала голову и сейчас буду по мелочи вязать. Так забавно смотрится. Всем привет! Сегодня у нас уже вторник. Да, сегодня вторник. Я 5 дней ничего не снимала. 4 дня я ничего не вязала. У меня не было абсолютно никакого времени даже повязать. Потому что внезапно в пятницу ночью ко мне приехал брат со своей семьей. И мы в основном все выходные провели в прогулках и в отдыхе. Мы гуляли по парку. Я немножечко отсняла вам кусочки, показать интересные места, точнее оживленные, то есть лето, там все в фонтанчиках, все очень красиво. И с понедельника только я начала вязать. Мне как раз таки пришла пряжа для котиков, 2 моточка. Один моточек я уже начала, это Ярна джинс, оттенок номер 49. И также я заказала еще на запас крепление. 2 штучки, также 15 миллиметров. На будущий заказ, если вдруг придет на таких же собачек и кошечек, я уже буду готова. Вот. Что я хочу вам показать. У меня кошечка была уже связана, я вам ее показывала. Также были связаны головы для собачек. И вот я буквально довязала за эти 2 дня, в понедельник и вторник, 3 кошечки. 2 девочки были в заказе, вот они. Это все Ярна джинс. Так, у меня отсвечивает, сейчас я попытаюсь фокус поймать. 2 девочки у меня связались и 2 мальчика. Мальчикам немножко ножки и ручки зафиксировал, сейчас они придут в себя, и потом я их уберу. Голова также все крутится, здесь надо бровки вышить. Вот такие вот маленькие жабо им сделала. У девочек пышные жабо в 2 ряда, а у мальчиков 1 ряд. Вот. Носики у всех я вышила розовеньким оттенком, это швейная ниточка обычная. Так что вот такие вот у меня рабочие моменты были. И у меня еще впереди 7 собачек, которых нужно связать, успеть и отправить заказ. Потом я еще приняла новый заказ, ко мне пришел. Вот, только недавно говорила, что нужно быстрее вязать мастер-классы, чтобы заказы тебя не отдаляли, но
Только сказала, и сразу же пришел заказ на собачек и котят. Потом еще один большой заказ, не такой масштабный, в смысле масштабный заказ на одну игрушку и одну маленькую собачку. Вот. Так что нужно быстрее это все связывать, все до пятницы отснимать и показывать вам. Вот. Хочу быстренько, максимально быстренько связать собачек и все. Так что я подключилась показать вам все свои новости. Подключусь уже, наверное, завтра, либо послезавтра, чтобы сильно повторы вам не показывать, уже более масштабно. Либо, может быть, в пятницу отсниму одним днем за все несколько дней, что я связала, и все. Так что я не теряюсь, я продолжаю работать и вязать. Все, до связи. Как мотыльки все слетелись. Здесь еще маленькое озеро есть, искусственное. Мама, иди. Всем привет! Небольшое подключение. Сижу за рабочим столом, пытаюсь успеть довязать заказ. Вот, у меня сегодня уже четверг. Сегодня я вам снимаю такой маленький кусочек видео, показать своими процессами. А завтра в пятницу уже покажу и более подробно расскажу, какие цвета я использовала. Вот у меня готово 4 кошечки, 3 собачки. И вот довязываю еще одну девочку. Осталось оформить ей ножки и хвостик. И тут у меня осталось 3 мордочки. Осталось пришить ушки. Это будут мальчики. Вот 3 мальчика будут. Так что я тут вяжу. И сегодня уже вряд ли подключусь за рабочим столом, чтобы было красиво. Просто решила вам показать такой вот небольшой процесс. Все, до связи. Всем доброе утро. Сегодня у нас уже пятница, раннее утро, 7 утра. Я ждала, пока муж идет на работу, и начать снимать последний кусочек вязовлога. Я хочу вам показать свою корзинку с маленькими собачками и кошечками, с заказом, который я практически успела сделать. Я сегодня в течение дня доделаю лапки для 2 собачек, и все, заказ в принципе готов. Честно говоря, этот заказ, вот именно этот, дался мне очень тяжело, особенно последние недели. Особенно самые тяжелые дни это были четверг и среда. Я очень много пропустила дней на выходных, когда приезжал брат. 4 дня то, что я не вязала, и я старалась за эти дни наверстать все упущенные моменты и навязать. Практически не спала. Ночью я сидела, как и сегодня, вторую ночь я не сплю. Немножко днем подремаю, и все. И в принципе этот день повторится. Но, слава богу, я уже закончила и готова с вами поделиться своими результатами. У меня, напоминаю, здесь 11 игрушек, 4 кошечки и 7 собачек. А здесь я использовала полухлопок.
В основном это Yarn Jeans. Где-то, может быть, будет Alize Cotton Gold Hobby и один оттенок Gazal Jeans. Я выписала оттенки таких самых интересных, и для моего взгляда, может быть, какие-то вам розовые оттенки понравятся, и я вам сейчас их скажу, а вы для себя уже определите. Очень красивое сочетание идет серенькой кошечки и светло-розового оттенка. Это Yarn Jeans. Yarn Jeans номер 49 серенький, и розовый это Alize Cotton Gold Hobby 518. Очень красивое сочетание идет. Давайте я вам сейчас разложу их, чтобы можно было более подробно их рассмотреть. Так. 4 кошечки, 4 собачки, это девочки, и 3 мальчика. Вот как раз таки 2 мальчиков я не успела довязать, они получаются в таком вот у меня пока в сборе, без лапок, без ножек и без хвостика. И такая вот собачка готовая, я просто иголочками зафиксировала, чтобы ножки красивенько смотрелись. И все, и вот только начала вязать лапку, а один хвостик. Решила в пятницу и субботу повязать, никуда не торопиться, но главное, чтобы отснять вязовлог. В общем, вот такая вот у меня куча мала. Здесь у меня остались 2 оттенка, которые мне нужно будет использовать для собачек. Здесь они рядышком. Сейчас я это уберу. Вот. Так, фокус поймался, то сейчас 7 утра, особо ничего. Так, ну что, я фокус поймала. В принципе, можно рассмотреть. Давайте мы пройдемся по оттенкам, которым мне больше всего понравилось сочетание. Котика я уже вам сказала, серенький, а коричневый оттенок Yarn Jeans собачек это 0,7. Вот так вот выглядят оттенки, когда совмещаешь. Потом мне понравились оттенки вот так вот ярко-розового. Ярко-розовый это у нас получается оттенок номер 42. Вот. И понравились тоже вот эти вот розовые оттенки. Это оттенок у нас 78. Вот. А это оттенок номер 20. Yarn Jeans. Из мальчиков мне нравится вот этот оттенок. Это Alize Cotton Gold, номер, к сожалению, не посмотрела, мятный оттенок. И вот такой вот тоже красивый, это Yarn Jeans номер 76. Вот, красиво смотрится, особенно серенький. Серенький котик, белый воротничок, лапки и голубенький свитерочек. Вот. Фотографии вам уже покажу уже в новом влоге в следующем. И хочу быстрее, конечно же, довязать, хочется быстрее и быстрее отправить заказчику фоточки и получить свою денежную награду, так сказать. Вот, сейчас я их в стороночку уберу. Может быть, если есть какие-то вопросы, задавайте. Если вдруг кому-то надо будет описание ушек и мордочки, я напишу внизу под видео и закреплю. Оно будет самым первым, так что можно будет проходить и вязать. Так что вот так вот. И я наконец-то получила свой оттенок Yarn Jeans. Это оттенок 91. Конечно, на камеру немножко показывает, что он такой свекольный, но на самом деле он такой красивый, насыщенный цвет вишенки. И как раз таки, может быть, на выходных, если будет настроение, я начну вязать, готовить новый мастер-класс, потому что я очень много сил отдала на этих собачек, и, честно говоря, хочется отдохнуть. Вот, буду вязать и готовиться тоже к следующему заказу. Это грузовичок Лёва, мальчик в голубеньких оттенках. Так что уже более подробно расскажу вам в новом влоге. Вот, я такая немножко сонная, спать хочу, может быть, язык где-то заплетается, сразу прошу прощения. Так что на этом этапе я хочу с вами попрощаться. Всем спасибо, кто досмотрел мое видео до конца. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий влог. Все, всем пока и до связи.